Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что случится или произойдет в ближайшие дни? Давайте узнаем, какие вообще события идут на наш порог, и, может быть, как обстоятельства или то, что происходит вокруг нас, повлияет на нашу жизнь. А может быть, и нам доведется принимать важные решения в какой-то из сфер жизни. И вот давайте мы с вами узнаем, что ждет или чего ждать от ближайших дней, с чем они могут быть связаны. И в самом начале, конечно, мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько этот расклад подходит вам, ну и разобраться, стоит ли смотреть дальше. Какую историю, чью историю нам сегодня раскроют карты на ближайшее будущее. Итак, мои дорогие, кто же вы? Ага, вот так. Первая победа, мои дорогие. Пятерка мелкая карта. Но вот это как раз та заноза, которая не решена. Какой-то конфликт. Может быть, это было связано с предательством. Вообще по пятерке мечей идут сложные эмоции. И эти эмоции, они не на пустом месте, не на том, что мы себе что-то там надумали, представили. Нет, это конкретное что-то было в прошлом, когда, вот говорят, разошлись, как в море корабли. Ну вот, может быть, не в море даже корабли, а по разным океанам. И явно тут фигурировала какая-то персона, потому что это мы с кем-то не договорились. Или мы оказались в той ситуации патовой, потому что человек поступил, ну, совершенно не так, как мы этого ожидали. И вот этот грустный опыт, он никуда не делся. Это, знаете, как, ну, наверное, какая-то болевая точка, которую вы еще пока не преодолели. Это в вашей душе. Может быть, это то, о чем вы, как конфронтация, никому не расскажете. Ведь тут у каждого что-то свое, у каждого своя какая-то боль. Кто вы? Ну вот теперь нам карты говорят, тебе это мешает. Ты как будто не видишь реалии. Карта искаженного восприятия. Восьмерка мечей и девятка мечей. Две карты. Когда нам нужно просто открыть глаза. Может быть, это у вас когда-то, мои дорогие, открылись глаза на конкретного человека, но тогда все равно, вот на сегодняшний период жизни, на тот момент, когда вы смотрите видео, подзастряли вы где-то в этой ситуации внутренне, и она вас держит как в тисках, в рамках. Она вас не пускает идти дальше. М. Это надо преодолеть. 20-й старший аркан. Суд. Карта избавления от боли, карта избавления от страданий. Пришло время успокоить сердце и вылечить душу. Дорога к свету, так называется в этой колоде карта. Нам девушка показана, идет босиком, обратите внимание. Среди вот такой заснеженной пустыни, льда, холода, но ей не холодно. Она как будто сбрасывает даже пальто. Есть какая-то, может быть, идея, цель у вас. Может быть, у кого-то фиаско по части личной жизни, и у каждого свои причины. Но вот сейчас, вот кто вы сейчас, мы спросили, у вас есть цель, намерение, то, что вы хотите осуществить. Где-то вам это помогает сбросить вот этот гнет забот, потому что м, либо то, чем вам сейчас приходится заниматься, это вас где-то и вдохновляет, или отводит от этих грустных мыслей. У кого-то именно так. И тогда этой нужно политике внутренней, да, я имею в виду, придерживаться, потому что вы отстроите совершенно другую организацию собственной жизни. Дорога к успеху, дорога к процветанию, путь к свету ведь не просто так назвали эту карту, а когда вот где вы как будто оставляете свой свет. Поверьте, это не происходит просто так. Растут цветы, даже среди холода и снега. Вот вы сами по себе светлый человек, потому что умеете правильно расставлять приоритеты. Может быть, где-то из-за своей наивности вы когда-то пострадали, ну, или хотелось верить людям, а вот получилось по-другому. У кого-то могло быть
предательство, все-таки две мечевые карты, когда не просто человек, на которого вы надеялись, а когда кто-то из близких. Ну вот как нож в спину, вот говорят, вот что-то подобное может проиграться. Вы сильный человек, который умеет, ну, находить в самом себе силы и идти вперед. Вот вы сейчас идете вперед, но именно теперь, кто вы сейчас, может быть, именно даже вот это внутреннее какое-то состояние, от которого вы не можете избавиться, сейчас вы понимаете, что мне вот надо это преодолеть, и, по сути дела, нет каких-то ограничений. Если я поверю в себя, да нет ничего невозможного. Но карта старшего аркана говорит о том, что вам, как боги, высшие силы будут помогать, ангелы. Буквально ангелы. Вот здесь помощь ангелов иногда проходит по этому аркану. Когда и благодаря вашим качествам, благодаря тому, что вот ценности есть для человека, не цена, а именно ценности, то, что мы не купим. Но в трудную минуту нам именно это приходит на помощь. Сила внутри не нас самих. И теперь как будто обстоятельства будут меняться, мои дорогие. Вы стоите на пороге перемен. Кто вы, что с вами сейчас? Кто-то ради этих перемен работает конкретно. Потому что то, что вы задумали, в нашем, может быть, мире требует материального воплощения. Деньги – это тот ресурс, как инструмент, один из способов взаимодействия с миром. У кого-то, кстати, поездка может быть в планах, и для нее тоже надо работать. У кого-то из вас тема поменять работу, потому что кто-то вот этот нож в спину получил по работе. И уже что случилось, то произошло. Да, нужно вот от этого груза прошлого освободиться, потому что тогда нам проще увидеть какую-то прерогативу новую, которой мы будем следовать. Или нам это будет помогать обрести новых друзей, расширить, в принципе, какие-то социальные контакты, потому что, ну, как известно, один в поле не воин. Да, вы надеетесь сами на себе. Это карта такого работящего человека, прямо скажем, который умеет так вот настойчиво, терпеливо, с терпением, мои дорогие. Кто вы, если мы спросили? Очень терпеливый человек. Если существует ангельское терпение, вот как раз это где-то про вас, обе эти карты. Ну вот, дорога к свету и дорога к солнцу. Вот интересный такой период жизни. Вы можете сейчас не видеть пока. А вы ведь, правда, как будто вот-вот переступит вот наше это дело прекрасное своей ножкой в другое как будто пространство. И вы уже как будто за гранью прошлого. Вот-вот эти грустные воспоминания, разочарования вас оставят, потому что отчасти вы сами себе помогаете, но и пространство вам всячески желает добра, чтобы вот именно от этой пятерки мечей, от разочарования, от чьих-то побед, но ваших проигрышев, вы пошли к солнцу, к тому, когда меняется ваше качество жизни, мои дорогие. И то, что вы задумали, то, что жило, может быть, долгое время в вашей душе. Вот точно тут люди очень целеустремленные, очень работящие. Те, которые, может быть, не привыкли вообще сидеть на месте, потому что даже, к примеру, когда вы подумайте, вот о чем вы думаете, что вы делаете, когда вам кажется: "Да я ничего не делал или не делала, ни о чем не думала". Явно кто-то в этот период может заниматься хобби, например. Это для вас такой отдых. У каждого какие-то свои любимые занятия. Может быть, это для кого-то из вас именно творчество, да? И тогда подсказка: развивай свое творчество, кстати. Потому что это тоже где-то дорога к свету. Это вы обретаете силу. Ладно, если это вам подходит, то есть, ну, на сегодняшний день что происходит, еще пока так темновато, да, основная задача. Но вот уже как будто мы переступим этот порог развилки, и жизнь пойдет по-другому. Но вы уже сами знаете, чего вы хотите достичь. И, может быть, кто-то из вас интуитивно уже сейчас ощущает, что
объяснить не могу, а словно пространство либо уплотняется, либо преломляется какая-то реальность. Я чувствую, что вот-вот вот эти самые перемены настанут. Давайте мы с вами спросим, и я достану, сделаем немножко по-другому. Достанем по 3 карты на несколько позиций. Что ждет в ближайшие дни? Достанем 3 карты. Что будет для вас проясняться в ближайшие дни? Именно что прояснится. Может быть, и правда откроется, известие какое-то придет, важная бумага. Следующий триплет у нас будет с вами называться «Что ждет в личной жизни?», что ждет в вопросах любви, дома, может быть. Тоже достанем 3 карты. Как-то я так размахнулась, поэтому чуть-чуть сдвину. Что ждет в финансовой сфере и чего, в принципе, ждать в работе, в согласованиях, в каких-то важных встречах, соглашениях, ну и в деньгах тоже. То есть вот хочется немножко именно по сферам жизни, да. И заключительно мы с вами узнаем, что же вот будет неожиданно в вашу жизнь, как приходит, или то, что вас потребует несколько переключиться на что-то другое со знаком плюс. Что именно вас ведет к этому свету, хочется сказать. Я тут могу предположить, что элемент неожиданности все-таки присутствует. Ну хорошо, пусть будет так. Достану еще одну карту, потому что 3 сами спонтанно достались. Итак, что же вас ждет в ближайшие дни? Победа, мои дорогие. Победа в каком-то очень сложном вопросе. 7 мечей в обмане в каком-то победа. А рядом у нас еще и королева Пентакли. Это та, которая умеет свое благополучие, даже если приходится отстраивать с нуля. Вы будете решать в ближайшие дни. Причем очень так грамотно, потому что будут люди вокруг хитрить где-то, но вы уже к этому готовы. Значит, вот говорят, в нашей жизни ничто не происходит просто так или случайно. Вот этот сложный опыт вам был необходим как своего рода жизненный экзамен для того, чтобы теперь уже не промахнуться, не ошибиться, не закрыть как будто глаза, как в этой карте, которая, может быть, это именно где-то перекликается с историей вашей личной жизни, когда мы чего-то вовремя не увидели. Вот как эта девушка положила своему спутнику голову на плечо: «Ах ты мой любимый», там, ну или какие-то там у него свои аффирмации. А молодой человек очень так, посмотрите, да, глаз горит вот на эту заманчивую дамочку, которая всячески привлекает к себе внимание. Но вот, видимо, прозреть как будто все-таки нужно, да, и открыть глаза необходимо. Потому что и еще раз в какую-то патовую ситуацию, ну, хватит как будто, да, постоянного какого-то жизненного опыта, пусть теперь придет что-то для счастья. И вот какая-то победа будет. Может быть, это и внутренняя победа над самим собой или самой собой. Но, мои дорогие, я тут вижу у вас прорыв в финансовой сфере. Прорыв как будто в хорошем смысле, да, какой-то сюрприз, может быть, даже тут ведь не совсем как неожиданность. Тут нет, тут вы благодаря своей настойчивости, своему труду, 6 жезлов, она не появляется из ниоткуда. Это тот успех, который строили мы сами. А теперь идут задачи это все укрепить. Но по королеве Пентаклей что ждет в ближайшие дни? Так вот, вопросы личной жизни или то, что связано с вашими родственниками, ну, на первый момент или на первое место выходит все-таки ваше достижение, потому что там идет какая-то победа. Правда, переломная ситуация. И будь готов к тому, что ты не должен замечтаться. Будь внимателен к деньгам. Все-таки 7 мечей – карта вора. Не потратить сумму туда, куда не надо. Мы можем расслабиться. Нам может казаться, что ну вот сейчас словно что-то уравновесилось. А нам говорят, нет, вот за этой 6, за этой победой нужно пристально наблюдать. Вам придется что-то удерживать. Вот так вот буквально. Денежки в сундучок, сундучок закрыли, они нам еще понадобятся. Тут какое-то очень разумное отношение к деньгам. И, кстати, к вашим собственным ресурсам.
Нам ведь говорили тут уже, что вы очень ресурсны. Вот на что вы соглашаетесь, куда вы тратите время. Тут надо про себя, мои дорогие, не забыть. Потому что здоровье ваше, я не говорю, что тут кто-то болеет. Нет, ни разу ни одна карта об этом не говорит. Но наша ресурсность, активность, бодрость, физическая где-то активность тоже, да, или работоспособность. Мы не можем себя, ну, буквально до измождения какого-то довести. Видимо, может быть, для кого-то из вас настало время о себе позаботиться. И если нам говорят, победы будут, в том числе как-то по финансам, то тогда, скорее всего, финансы, может быть, где-то переложить, когда они нам помогают, может быть, я имею в виду процедуры какие-то, да, пройти, или для вас, может быть, короткую поездку совершить. Вот именно вот позволить себе как какой-то подарок, это, знаете, как подарок, я не имею в виду что-то глобальное, это скорее какая-то мелочь, которая именно вас поддерживает для того, чтобы вы укрепили собственную ресурсность и возможности к дальнейшему продолжению. Тут же продолжение, нам сказали, уже следует. Держать эту победу придется под контролем. Но у вас какие-то добрые вести, хочется сказать, и победы в ближайшие дни, в ближайшее будущее. Может быть, это то, что со дня на день, одним словом, вы точно останетесь чем-то довольным. Но еще раз хочется повторить, что вот эту победу, как только мы перестанем контролировать, мы можем потерять. Поэтому по работе все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. А следующая семерка мечей. Как только ты замечтался, так вот оно и пойдет не в ту сторону, понимаете? Поэтому держите руку на пульсе, мои дорогие. Ладно, давайте с вами будем узнавать дальше, что прояснится в ближайшие дни. Король жезлов, какая-то персона у нас здесь может проясниться. Отношения с этой персоной, если это были тайные отношения, карта Верховная Жрица. Вот разделяет как будто двух людей, да, ну, если мы так переложим, все-таки где-то Верховная Жрица, ведь это тоже персональная карта. Она говорит о том, что мы, опять же, свои ресурсы как-то должны очень грамотно и о себе хранить молчание, кстати. Это вам будет помогать, по крайней мере, в ближайшие дни. Но если это были тайные отношения, тайная женщина, или меня смотрят, например, девочки, а действительно есть мужчина, вы ему не доверяете, вот по разным причинам, или вы в нем сомневаетесь. Может быть, была уже какая-то некрасивая история, тут замечтаться нельзя. Поэтому финансовый эквивалент как-то вы продумываете сами. Тут нужно не просто свои ресурсы беречь, но и нельзя остаться как на бабах, с нулем каким-то, в плане даже денег. И тем не менее, вот двух персон разделяет карта будущего. Поэтому я не могу сказать, что это какая-то, ну, как неожиданность, но проясниться может какая-то история взаимоотношений на будущее. И мне очень хочется достать дополнительные карты. А это о чем? Что прояснится? Почему было какое-то ожидание? Что прояснится? Прояснится, потому что человек, ну, как минимум, у вас будут какие-то контакты с этим человеком. И я допускаю, у кого-то это в пределах одной семьи есть недоговоренности и какие-то скрытые тайны, да, и мотивы. Может быть, это вам приходится какие-то важные разговоры с вашими близкими родственниками еще проговорить. Может быть, прояснится с учетом короля жезлов и какой-то рабочий тоже вопрос. И по рабочим как раз вопросам рыцарь жезлов, это может означать, что вот эта весть, она к вам приходит. Может быть и предложение, или пересмотры какие-то контакты, контракты, соглашения, переподписание каких-то документов. Вполне вероятно и такое, что прояснится. Потому что по этому аркану это всегда неожиданность сама по себе. И вас, может быть, вот эта новость или как правда, ну, хотя тут правду я могу предположить с учетом Верховная Жрица, но это может быть та правда, когда у нас глаза открылись, или буквально мы получаем новость, потом вы куда-то едете, видите либо в определенной местности что-то своими глазами, или это для кого-то из вас, вы получаете новость и идете на какие-то согласования.
Иногда по королю жезлов это могут быть официальные лица или те, которые, ну, немножко так в другом статусе, в отличие от вас, находятся. Вам нужно именно что-то свое прояснить, согласовать или как правильно поступить. Вот тут вы будете действовать, исходя из какой-то полученной новости, чтобы проясниться. Вы знаете, тут какой-то такой забег еще вам предстоит, ну или какая-то траектория, когда вот это дело, которым вы, может быть, после получения либо новости, либо сообщения, может быть, у кого-то из вас это и телефонный звонок, или написание в мессенджерах. Вот вы будете что-то прояснять не 2-3 дня, а явно это идет в какую-то растяжку. И приготовьтесь к тому, что вам даже тут быстро что-то не получится. Вам где-то это может даже надоесть. А тем не менее, чем это все закончится или куда идет? Но вы останетесь довольны. И правда, 2 короля и более, когда в моих раскладах выпадает, я могу с точкой сказать, что какие-то инстанции официальных лиц вам не избежать. Просто у каждого по-своему. У кого-то, смотрите, это будут вопросы личной жизни с заделом на будущее, а у кого-то это будет именно рабочая тема ваших достижений, ну или работы буквально. Но вы-то останетесь довольны. Самое главное, не складывать в одну корзину и камни, и яйца, потому что вот по королю чаш в этом, кстати, и совет, и куда все идет. Оно как раз идет к какому-то разрешению, и когда вы останетесь довольны, но при этом вопросы, которые строятся на эмпатии или на чувствах, или личная жизнь, не нужно смешивать с той темой, которую вам, к примеру, даже нужно прописать в документах. Вот документов, если дело касается, значит договориться на берегу, задать сразу все вопросы, причем рационально. Не нужно где-то чувство неловкости или потом как-нибудь разберется. Вот вы помните, что в ближайшие дни вы будете прояснять какую-то свою будущую стратегию, тактику, как траекторию на длительный период времени. Вот в ближайшие дни или в ближайшее время нам сказали 6-8 месяцев. Ну, где-то до, понятно, этого срока или, может быть, это в течение месяца, двух. Вы вот так шаг за шагом будете явно заниматься каким-то делом, которое иногда вас может по десятке жезлов, ну, когда мы вынуждены перестроить какие-то основные планы. Или когда создается какая-то многозадачность, нужно что-то делать и основное, вот эту победу удерживать, а еще и к этому еще что-то там другое у нас появляется. И это все растягивается все-таки по десятке не очень быстро, но тем не менее ясность, я должна сказать, тут какая-то наступает. И проясняйте, как я сказала, да, все на берегу. Не потом, не на авось оставлять, чтобы не было еще раз вот каких-то таких недосказанностей. Может быть, даже для кого-то из вас, чем меньше белых пятен останется, тем меньше риска попасть еще раз, ну или найти вот эти самые старые грабли, которые мы уже когда-то находили. Вот правда такое может быть. Давайте будем узнавать, а что же ждет в личной жизни, вопросы дома в ближайшие дни. Вот смотрите, тут и по личной жизни. Может быть, вам и придется закопать топор войны. А ведь и правда, в личной жизни у кого-то вот это предательство или неожиданное поведение человека настолько неожиданно, что, ну вот как мир рухнул у кого-то так. Или это были обстоятельства извне. Меня смотрят люди из разных стран. Тройка мечей– это всегда карта разочарований, разочарований в прошлом. Мы знаем, что это карта израненного сердца, но сейчас это уже здоровое равнодушие. И вот оно как раз и помогает правильно оценить обстановку вокруг, правильно оценить предложение, правильно подписать какие-то бумаги, правильно заложить не только на 6-8 месяцев, а на какой-то более длительный период себе траекторию. Тут будет явно какая-то помощь или поддержка, или пусть это через, к примеру, человека, который будет вам оказывать содействие в конкретном деле. Но я не исключаю иногда по рыцарю Пентаклей конкретно люди, которые вам могут, ну, как одолжить или выручить какой-то суммой денег. Ну, мы все разные, и это вам будет как по судьбе.
Для вас будет очень важно. Может быть, даже кому-то, мы все разные, придется, доведется обращаться к тому человеку, с которым были вот такие минусовые ситуации. И наша жизнь, может быть, в этом как раз и заключается экзамен жизни, мои дорогие. И у кого-то это проиграется, что именно прежняя история, которая была со знаком минус, но каким-то образом вам этот человек может оказать в том или ином вопросе содействие. Почему? Правосудие. Тут как карма. Может быть, это человек чувствует за собой какую-то вину, или у кого-то вопросы в судах идут, или эти суды были до этого момента. Я вполне допускаю, что и человек может, который вам оказывает содействие, иметь тоже какой-то интерес. Но, значит, тогда интересы сходятся, и уже без эмоций, уже теперь вопрос идет мудрости. Вот когда, посмотрите, безжизненная пустыня, все уже там, ничего не болит, не горит, уже отболело, отгорело, вообще никаких эмоций. И только мудрость, 3 мудрые птицы на рукоятках мечей. Филин, ворон и сова. Вот, видеть то, что скрыто, понимать, то, что уже чему-то мы научились, но и уметь видеть немножко вперед. Вот потому что есть какая-то тема из прошлого, вот это точно, в ближайшее время приготовьтесь именно к этому, что будущее, мои дорогие, оно все равно формируется, словно как старт от какой-то патовой ситуации. Может быть, у кого-то из вас это и будет, как не было бы счастья, а несчастье помогло. И тут именно по справедливости. Это могут быть еще и оформление каких-то важных документов или буквально, когда, если длились долго судебные слушания, теперь вы либо можете медиаторством закончить, я так могу предположить, либо просто это уже близится что-то к завершению, потому что закон кармы, он работает. Я не исключаю, что и для кого-то из вас, может быть, тут тоже придется где-то, ну, быть гибче, мои дорогие. Не упустить эту самую возможность. Видеть открытыми глазами, что происходит вокруг, как обстоятельства для вас, какой, ну, как ауру реальности создают. Потому что мы можем взаимодействовать только с тем, что у нас есть на данный период времени. Давайте достанем карту совет. Вот интересно, да? Ну, как я говорила, тут противостояние, оно точно должно быть закончено. Как будто нет смысла спорить. Спорить незачем. Конфронтацию, какой-то раздрай тоже незачем. Тут проще либо договориться, либо найти общие интересы с конкретной персоной, либо по какой-то теме, которая даже в судах, тем не менее, это может решиться благополучно, точнее, и закончится вот это ненужное, как, знаете, перетягивание каната. И это ведь мы смотрим на личную жизнь, мои дорогие, поэтому, видимо, дипломатия– это ключ к решению многих тем и вопросов. Тем не менее, пятерка мелкая карта. Вы можете не верить этому человеку. Именно пятерка жезлов, она такова сама по своей природе, потому что, может быть, это тот человек, почему вы не верите, вот, кстати, да, или была эта ситуация, потому что вы теперь уже чудес не ждете. По этой карте мы понимаем, обманул один раз или обманула, обманет и еще. Но, может быть, вот судьба вам не оставляет других вариантов. Но давайте мы спросим, ну, о тенденции вот к будущему, да, события будущего. Тут нужно как будто спасать себя, семерка жезлов. Тут нужно как-то сохранять себя. А почему так? Какой-то был долгий период ожидания, мои дорогие. Он должен завершиться. А что нужно вам для этого делать? Но от чего-то вы будете явно отказываться. Тут холодная голова. Вот, наверное, это тройка мечей. От чего-то вы будете отказываться. Вы что-то будете пересматривать. И вполне вероятно, это будут вопросы касаться как раз учетом карты правосудия. Юридические вопросы или
Может быть, это вам еще и к юристам каким-то придется или высшей инстанции, высокие какие-то, идти к официальным лицам, чтобы для себя что-то прояснить. Вот ваша основная задача– закончить какой-то день сурка, мои дорогие. А что же еще делать? Но уже карты больше не достаю. Маг, посмотрите. Вам придется, мои дорогие, неизбежно контактировать с теми, может быть, людьми, которым вы не верите. Почему-то это выпало на личную жизнь, вопросы дома в ближайшие дни. Может быть, и правда у кого-то смена места жительства. И тут сразу и инстанции, и люди, и вроде знакомые, может быть, и близкие, и какие-то договоренности. И вот какая-то мешанина, она все же присутствует. С одной стороны, явно вопрос вам этот знаком, потому что было у вас какое-то фиаско, тройка мечей. Может быть, это было связано и с конкретным человеком, но вот теперь мы уже раскрыли больше карт, и я понимаю, что в личной жизни тут именно могут быть и вопросы дома. Хотя у кого-то личная жизнь и дом, тут все будет взаимодействовать. Но у кого-то дом– это именно это какие-то инстанции, официальные лица. И вот здесь вам знаете, если мы расслабимся или думаем, что нам тут, как все люди, братья и готовы прийти помогать, нет. Вот иногда я говорила, что человек какой-то вам будет оказывать содействие. Но я не сказала, сейчас дополню. Нам нужно найти этого человека. Как будто пусть, знаете, тысяча людей против нас. Но есть одна персона, которая по-доброму к вам относится, и вот как раз нужно выйти на этого человека, потому что у вас сейчас какая-то ситуация словно, ну, горит, да, будем говорить. Вот тут нам наводнение, и свои, и люди спасают добро. Вот здесь нужно уделять внимание чему-то четко своему. И вот та ситуация, которая девятка жезлов– это как карта великой силы, мощи, но это карта, что вы какое-то время были в паузе или словно встали, ну, ваши либо отношения, или встали на паузу ваши вопросы. Когда-то вам было, может быть, отказано в каких-то документах, ну, или вот был период, когда вы ничего с этим не могли поделать, но вы уже накопили силы. И вот теперь вы не только силы накопили, а беспристрастное видение, хладнокровие. Это вот это, наверное, самое главное, что с чего начинается тройка мечей. Вот, да, я сказала уже, здоровое равнодушие. Это вас как превращает в мага, мои дорогие. Маг– великий практик. У него эмоций нет вообще. Он поставил цель, он к ней не идет. А все, что до цели– это коррекция планов для него. Вот для вас коррекция планов. Что бы мы тут ни слышали, что бы нам тут ни транслировали, если вы поставите цель по части личной жизни, по части вопросов дома, вы к ней придете, даже не сомневайтесь. Ладно, давайте мы с вами узнаем, что же ждет в финансовой сфере, ну и чего ждать в целом. Работа, согласование. Ух ты, у вас тут что-то такое закручивается интересное. Но тут тоже, смотрите, королева жезлов. Может быть, это контакты с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Вам может человек тут что-то предлагать, рассказывать, но рядом у нас восьмерка чаш. Говорит, не замечтайся. Вы сами должны быть скорее в этих энергиях. Королева жезлов правильно работает с информацией и правильно распоряжается деньгами. А впереди аркан колесница. Мои дорогие, что ждет в финансовой сфере? Я говорила, тут какая-то победа, правда, может быть какой-то прорыв. Но от вас это все требует. Храните себе молчание. Вот молчание умеет хранить королева жезлов. Вы будете для кого-то интересны. Может быть, это даже как вы сами, ваши идеи, или вот этот заинтересованный человек. Все-таки меня смотрят люди разные, у каждого свои цели и задачи. Так вот, это может быть тот человек, который заинтересован в вашей ресурсности, в вашем творчестве, во взаимодействии с вами, в вашей работе. Что-то вы умеете делать очень хорошо, и на это вы можете как ставки какие-то делать. Но при этом сохранять, знать себе цену. Знать себе цену– это я не про гордыню, а про правильное взаимодействие. Вам может встретиться тоже такой человек, который вам всей правды не говорит. Королева жезлов правды всей не говорит. Ни о себе, ни о людях.
И вот вам тогда, можно сказать, нужно принять на вооружение такую же позицию. И люди могут точно так же себя вести. Вам могут тут тысячу обещаний давать и при этом ничего не делать. Почему-то вот на финансовую сферу, я бы сказала так, правильно распорядиться деньгами будет очень важно. Потому что дальше идет семерка чаш, карта иллюзий, иллюзорного успеха. Вот понимаете как? Я допускаю точно так же, что тут кто-то к вам может словно присоседиться к вашему успеху. Вот такой момент. Или будут желающие. И вам нужно, может быть, красиво выйти из этой ситуации, кому-то отказать, кстати. Кто знает. Может быть, где-то дела ваши или согласования пересекаются и с личной жизнью. Но далее приготовьтесь на всякий случай. У кого-то важная встреча, когда тоже не замечтаться. У кого-то дорога. У кого-то дорога в одно место, вы, допустим, планировали, а поедете куда-то в другое. Или когда вы собирались этот путь проделать несколько позже, а тут может быть пересмотрено. Я допускаю, что тут могут быть пересмотры именно по времени, как и по дистанции, и по направлению у многих из вас. Но карта колесницы – это тоже карта успеха. Это тоже своеобразный прорыв. Но карта будет точно так же говорить, у тебя настанет по финансам, допустим, тот период, когда ты себе скажешь спасибо, что сохранил какую-то сумму или правильно распорядился деньгами. У тебя будет тот период, когда ты себя поблагодаришь, что о себе много не рассказал, кстати, или не рассказала. А также у тебя будет тот период, когда тебе придется действовать быстро. Ладно, давайте. Что же неожиданно и так вот по-доброму идет в вашу жизнь, что придет на ваш порог, и именно вот для вашего вот этого солнца? Влюбленные. Какое-то предложение, поездка по рыцарю чаш. Четверка чаш. Карта называется «Бесконечный дождь» и праздник после победы. Две четверки. Хочется, конечно, сказать, мои дорогие, что вот этот бесконечный дождь, он закончится. Но выбор будете делать вы. У вас все равно, посмотрите, как будто два выбора. Почему я говорю два? Карта влюбленная – это старший аркан, и это, безусловно, выбор. Это карта личных взаимоотношений. Но рядом рыцарь чаш. И мы можем где-то, опять же, про доверие мы с вами говорим, с этого начали. Мы можем абсолютно доверять. А если это прообраз человека, вот как по карте рыцарь чаш, то это нам могут говорить, транслировать что-то приятное, но карта не говорит, что на этого человека мы можем полностью положиться. Да, принять что-то нужно, но лишь для того, чтобы в какой-то краткосрочный момент мы себе помогли сами. Может быть, вот эти договоренности или какой-то выбор для вас откроют нужные двери. Может быть, даже пусть это будет как-то связано с личной жизнью. Но мы рискуем, мои дорогие, правда? Тут для вашего солнца все-таки мы спросили. Мы рискуем, опять же, расслабиться. Четверка. Когда, ну, сейчас вот все пойдет по какой-то накатанной колее. Нет, не пойдет. Мы рискуем еще раз себя откатить назад и оказаться опять возле того, корыта хочется сказать, да, или возле того разочарования или опыта, который нам придется пройти заново, или придется заново сдать какой-то экзамен жизни. Вот этого быть не должно, понимаете? Все-таки не случайно вот у вас пусть это выпадает семья, ну или семья, или личная жизнь. Надо сказать, личная жизнь – это ведь не только про любовь. Все же это ваша личность. Вот ваша личность, она не должна замечтаться. Здесь ведь тоже день сурка. В принципе, день сурка, ну пусть это бесконечный дождь. Мало различий, согласитесь. Здесь просто нужно на что-то решиться. Да и здесь-то тоже надо решиться. Если здесь не нырнуть обратно в эту норку, так а здесь просто надо встать и выйти, научиться танцевать под дождем. Использовать то, что идет в нашу жизнь, что дает судьба, а не ждать подходящего момента. И тогда праздник после победы будет.
Какие-то мудрые решения, мои дорогие, вам точно предстоит делать, и это для вашего солнца. Хочется достать еще карту. Или давайте мы с вами сделаем. Тут как-то перекликаются, на мой взгляд, вопросы личной жизни или ваших собственных намерений, где-то планов. Да, перекликаются, тем не менее, с финансовой историей и, ну, может быть, и любовной. Поэтому вот у нас колода такое, Таро Евы. Она персонализированная больше, эта колода. Давайте мы достанем совет. Совет вам. Правда, будут у вас контакты с каким-то человеком, но проявит он себя хорошо. Это правда. Надежные люди. Но как будто это тот человек, который готов в чем-то участвовать, как минимум. Надолго ли? Хотя тут как раз консерваторы идут. Может быть, это тот человек, который олицетворяет даже официальную персону. Но часто эта карта будет и говорить точно так же о наших близких супругах конкретно, мои дорогие. Какой еще совет? От какого-то человека, правда, может прийти это содействие. Но вот я говорила, какая-то тема, будьте тоже к этому готовы, быстро не решается. Как бы мы тут что ни ускоряли, ускорить, видимо, мы, ну, как, к примеру, регламент мы точно не можем. Что еще? Ну, чтобы так подытожить. Обратите внимание, девятка пентаклей, рыцарь пентаклей, король пентаклей. У вас благополучие, благосостояние, решение вопросов будут целиком и полностью зависеть от финансов. И для вас, может быть, будет действительно какая-то персона, которая вам окажет содействие. Может быть, это содействие чисто так, документ какой-то, да, мы с вами говорили, или проявит свое участие. Все-таки есть какой-то человек, который, ну вот так или иначе, каким-то путем вам помогает. Будет так же, как предупреждение рыцарь Пентаклей, быстро добрые дела наспех не делаются. Но так или иначе, это настойчивость, как нам рекомендуют принять это во внимание, ну и терпение вам не занимать. Ну, видимо, настанет тот период, и это точно девятка пентаклей подтверждает, это карта финансового успеха. Вы как кирпичик за кирпичиком строите свое благополучие, и это благополучие будет касаться, первое, конечно, решения денежного вопроса или какой-то темы. Просто у каждого здесь свое. От вашего правильного взаимодействия, правильного имеется в виду, как и с конкретными людьми, с человеком, не отказаться, может быть, от чего-то, даже если, ну, это вот как единственный вариант. Я такое для кого-то могу предположить. Или, может быть, это будет какая-то тема работы и вашего продвижения, но самое главное, к чему вы идете. Девятка пентаклей, вы как будто получите какую-то сумму денег или достигаете как какого-то плато финансового в хорошем смысле, от которого вы можете оттолкнуться. Вы сумеете решить какую-то финансовую тему. Вот нам ведь тут тоже сказали, или тему по работе, и тут у кого чего касается. И пусть даже вам на сегодняшний момент кажется, что для меня сначала нужно решить вопросы личной жизни. Поверьте, нет, тут все равно что-то упрется в материализм. Не все так просто. Либо, если не у вас оно упрется, упрется у другого человека. И поэтому быть честным и откровенным. Какие-то откровенные разговоры для вас это будет не замутненное какое-то сознание, а более конкретное мышление. Вот, наверное, знаете, критическое, я бы даже сказала, мышление вам будет помогать, потому что вы, может быть, как минимум пару раз окажетесь в ситуации, когда вам и действовать надо быстро, когда вам действовать придется не так, как вы к этому привыкли, и на кону будет стоять еще одновременно что-то очень важное. Как и продвижение, так и сохранение победы, так и какое-то продолжение, которое должно следовать к новому качеству жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю за ваши искренние комментарии, за вашу душевность и спонсорскую поддержку.
Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.